Всем привет, друзья! Значит, последнее видео, кто смотрел, я делал суточный и должна была быть у меня загрузка. Все так и произошло, я загрузился, груз у меня просто великолепный. Пустая тара, где-то около 3 тонн там веса. Ну, в общем, короче, передвигаться с таким весом шикарно. Ну, конечно, может быть, шикарнее было бы чуть-чуть потяжелее, чтобы еще было. Но на север 8 тонн, с севера 3 тонны, это редкость. Поэтому, кто думает, что когда-то будет работать и так же сам будет возить, то на это не надейтесь. Вот. Отсюда должна идти стабильно 30-очка мусора в какое-нибудь направление. Я не знаю, что еще с севера, в принципе, на полуприцепах возят тентовых. Итак, я хотел показать карту, но мистически куда-то она делась из моей кабины. Я не знаю, где. Тут, была у меня карта такая хорошая. Куда я ее запер, или я ее забыл в 300-й, я не помню просто вообще. Вот. И значит, у меня с этой тарой мне не нужна таможня. Так как если с какого-то склада в Швеции едет в Норвегию товар, он там в ящиках или на палетах, или в моем случае, вот он был в этих кубовиках, и эта тара потом ездит обратно на этот склад из Норвегии, то таможня не нужна. Вот так вот. Это стопроцентная информация. Итак, мы с вами находимся вот здесь, где я и был, городок Иннавет, так? И мы с вами выдвинемся по шестерке до Фауски, и еще дальше, чуть до Сторьорд, и поедем по 77-й дороге. У меня летом она мелькала, эта дорога 77-я, или весной, или летом, но когда-то она была. Ну, сейчас мы ее зимнюю посмотрим, как она выглядит. И 95-я, шведская. Ну и дальше там уже по Швеции у нас больший путь будет пролегать по Швеции. Значит, 150 там примерно плюс-минус километров до этой границы. И нам нужно попасть вот сюда, в Стокгольм. В район Стокгольма будет выгрузка. 1500, ой, не 1500, 1400 километров, короче, нам надо проехать. И по дороге мы с вами сегодня поговорим о частом таком вопросе, кто собирается идти в дальнобой, на чем же лучше работать, на рефе или на тенте. Мы с вами в данной ситуации рассмотрим конкретную работу в Скандинавии на рефе и на тенте. Я работал на рефе около года, ну и на тенте, вот считайте, 4 года я работаю. Поэтому мне есть что вам сказать, и я выскажу свою точку зрения по поводу рефов и по поводу тентов. Вот. Кто не согласен, у кого другая точка зрения, может про какие-то другие прицепы, но о работе в Скандинавии пишите в комментариях, будем обсуждать. Если что, будем снимать еще видео, поэтому давайте. Давайте. Указатель грузовая стоянка, и здесь находится заправка, на которой мы сейчас зальем полные баки и помчим в сторону уже границы. Тут буквально до поворота до 77-й осталось 500 метров. Как видите, тоже здесь с розетками, все как положено. Даже переключилась с одного пистолета на второй. Удивительно. И чек дала, прикиньте. Вообще шикарно. Значит, стояночка такая просторная, довольно-таки. И комната для водителей здесь, вон в том втором домике. Сейчас мы подойдем. Я уже тоже, по-моему, делал я обзор. Ну так, где-то в видео оно попадалось, и я показывал это место. Все, здесь написано по-русски: допуск для водителей только с установленным периодом вождения и отдыха. Ну, то есть для водителей
фур. Вот. Для вызова автоматического открывания дверей указан номер. Вова. И все, спокойно звоните, и вам откроют. Вот вам наглядный минус рефа. Стоит реф тарахтит, и отцепленный стоит чувак. Скорее всего, в ночь он загрузился рыбой. Ночь проехал, и днем сейчас отдыхает. Но чтобы нормально выспаться, ему пришлось расцепиться, чтобы реф не орал на ухо. Это первый вариант. Второй вариант, что он приехал на перецеп. Но это маловероятно в этих краях. По дороге нагнал я одного попутчика. И как раз в этот момент его обгонял другой грузовик. Но мне уже не хватило бы места его обогнать. Ну и продолжил я путь за ним. Думаю, ну как-то надо его брать. Я понял, что он тяжелый. Возможно, с рыбой шел реф. Но как-то странно было, что он на половину подъема заходил очень даже так эффективно, а потом просто его как обрезал. В общем, не знаю, с чем это связано. Может, солярку когда. Или, ну, шел в эко-режиме каком-нибудь. Я без понятия. Я понимаю, когда ты едешь тяжелый, и видишь, что за тобой скапливаются машины, и когда есть место, где ты можешь остановиться, пропустить. Ну ладно, допустим, не каждый это делает, это процентов 60 так, ну, водители делают. Я тоже, если я еду тяжелый, я постоянно пропускаю. Ну и, значит, в горку он не едет, а с горы он сразу начинает разгоняться. То есть где-то, если есть какая-то возможность, ты его не обгонишь. Ну да ладно. Ехал я за ним минут 30, наверное, я ехал. И вот вижу уже большое расстояние. И он еще не успевает набрать скорость. Я начинаю быстро разгоняться. Все-таки мне быстрее. И он видит, я выехал уже на встречную полосу. Я поморгал ему, что я обгоняю. И он, видя, что я обгоняю, он даже не подумал сбрасывать, он наоборот набирал скорость. И в общем он видит, что уже встречка вдалеке. Но я-то вижу, что как бы, ну, мне эта встречка не особо опасна, потому что я ее спокойно обгоню. Ой, в смысле, я успею закончить маневр, прежде чем встречка приблизится. Вот, но он хотя бы даже видел это, то есть он даже не сбросил скорость, он продолжил свой же разгон. Ну вот есть такие водители, конечно, кренделя. Ну что, ребят, реф или тент? Вот в чем вопрос. Мы не будем обсуждать остальные виды прицепов, то есть это там щиповоз, например, там, или как он там правильно, мусоровоз, автовоз, бензовоз. Нет, у нас есть стандартные прицепы, с которыми работает большинство, это реф и тент. На Скандинавии есть еще одна разновидность для рефов, это реф с боковой загрузкой. Но мы о них тоже не будем говорить и их сравнивать с тентом, а я немножко в конце поговорю о этих прицепах, потому что я на нем тоже работал. Давайте я начну с рефрижератора, так? И начну, естественно, сразу с его минусов. Это ночная работа, потом сдвинутый график режима труда и отдыха, то есть у вас суточные 45-ки выпадают там среди недели, выходные вы едете там, ну, как-то так. Это, опять-таки, у большинства. Есть, конечно же, исключения, кто работает там совсем по-другому. Но, опять-таки, мы берем фирмы стандартные, где мы можем работать, например, да. Литва, Латвия, Польша, Эстония. Вот, примерно 80% работают так. Вот, потому что я знаю ребят, кто работал в экипаже в Скандинавии, и также по одному до сих пор на рефах ездят. Поэтому иногда общаемся, и я примерно знаю, как у них где, что происходит. Вот. Ну и плюс, я говорю, сам в этой теме работал. Значит, реф, минус его мы поняли, да? Второе, точнее третье уже получается, но это опять-таки дело привычки. Ну, кто-то не свыкается, кто-то свыкается, это шум его. Орет, если он в режиме старт-стоп, он заводится, глохнет. А режим старт-стоп вам обычно указывает ваш логист или менеджер, в каком режиме ему работать. И опять-таки, вот как стоял, например, Норвег, днем поспать и орет вот эта вот фигня, ну это да, это жестко. Летом дополнительная температура от него еще сзади. Вот небольшая, конечно, но ощутимая. Когда реф работает, от него жар в кабину вам дополнительно идет, конечно.
Зимой может он не завестись. Там аккумуляторы или там что-то еще. Вот. Опять-таки, то есть тоже его процессы работы. Если у вас постоянный рев, который привязан к вашей машине, вам хорошо. Вы знаете, что с ним, как с ним, вовремя вы там подадите заявку на ремонт и так далее. Если вы работаете на перецепах, как работает Гертека, Влантана, Крейс, Сауе, Херентес, ну, все большинство, кто работает на северах, работают практически на перецепах, потому что рыба с севера практически всегда идет быстро. Ей нужно быстро достигнуть своего клиента, и поэтому либо перецепляются, либо едут экипажи. И в итоге экипаж все равно где-то рано или поздно перецепится. Я думаю, с этим понятно, да? Значит, ночь. В чем суть ночи? Что вы можете на север ехать с рыбой, с чем-нибудь ехать на север, можете ехать по дню. Так? Но обратно, вероятность, что 90% вы будете ехать ночью. Почему? Потому что все загрузки рыбой практически после обеда, а в лучшем случае вечером, а в худшем случае они просто в часов 12 ночи вас загрузят, разбудят, скажут: все, грузись и едь нахрен отсюда. Вот. Там получается какая схема? Если я ничего точно не путаю, да? Поправите, если кто-то знает, в комментариях. В ночь уходит корабль с рыбаками, лодка, да, уходит за рыбой. Где-то под утро она возвращается обратно с рыбой. Это опять-таки, если вы грузитесь не там, где фермы, рыбные и большие фирмы. Нет, это мы на маленькие фирмы, где приходит корабль, рыбу быстро сортируют, по ящикам вам загружают, и вы с ним мчитесь. Так вот, утром приходит корабль, все зависит, конечно же, от погодных условий, он может задержаться и так далее. И вот целый день эта рыба сортируется, так? Туда-сюда, там все обрабатывается, сортируется по ящикам. И все. И к вечеру как раз примерно груз готов, вам его грузят, начинают все грузить машины и отправляют их в дальний путь. Вот так. Я думаю, с этим понятно. Плюсы рефа того, что, конечно же, вы меньше затрачиваете физических усилий. Там, зимой вы не боретесь с замерзшим тентом, там, с замерзшими какими-то механизмами открывания того же самого тента, тех же самых, ну, с дверями, в принципе, одинаковая проблема может быть, как у рефов, так и у тентов при открывании, но все же у рефов более закрытые замки, вот, а у тентов маленькие эти механизмы, они всегда замерзают, подмерзают, в общем, с ними немножко больше проблем. Так. И это здесь мы берем меньше усилий, да, например, если мы работаем на обычном рефе. И вот потом в конце мы поговорим об рефе с боковой загрузкой. Но, вот опять-таки, по работе по Скандинавии есть один такой минус рефа, что где-то на крайних самых северах, где вот такие вот, говорю, маленькие фирмочки, где загружается 1, 2, там 3 машины в день, например, вам груз будут ставить на край прицепа, а дальше вы его будете толкать по прицепу сами. И в лучшем случае, если у вас будет хорошо выставлен прицеп, там, да, местность такая хорошая, где вы будете как бы с горки его толкать и составлять сами. А в худшем случае, как у меня было, я приехал на загрузку, и там куча снега, там этой наледи. В общем, я смог припарковаться под рампу, и я не смог подушками выровнять ситуацию. То есть у меня получился угол, все равно склон небольшой. Небольшой, но он получился у меня. Вот, и мне ставят эти палеты, они весят по 800 там, килограмм, да? Один палет. С рыбой он шатается, весь этот мокрый, вонючий, грязный. Я сказал, там на складе какой-то румын рулил парадом всеми. Я говорю, я грузить один не буду, либо ты мне давай помощника, либо я говорю, что грузиться я не буду. Он мне дал помощника, и мы вдвоем с ним уже толкали эти палеты. Вот, и в основном все фирмы, работодатели знают эту фишку, что сами водители грузят, и за это вам дополнительно никто вам ничего там доплачивать не будет, то есть это типа как норма такая, так? Ну вот ты раз работаешь на Скандинавии на рефе, ты должен знать эту тему, и ты должен быть готов к этому, вот. Представьте, когда вы загружаете сами рыбу, да, ну это ж все, в мокром течет где-то там. В вашей одежде хана просто, ну вот, рабочей одежде.
То есть даже вы, если ее положите в ящики боковые по обе стороны кабины, она и оттуда вам будет вонять. То есть ее нужно потом в дальнейшем стирать быстро, чтобы она вам там не воняла. Либо возить ее отдельно какой-то комбез, который вы напяливаете для такой загрузки, и он у вас хранится там в прицепе в ящике, например. Вот, ну, я не знаю. Да, конечно, не всегда все так плохо, бывает все и попроще, и хорошие палеты, с них ничего не течет, и вы нормально загрузитесь, ни к чему не прикоснетесь, но это редкость. Все равно вы где-то там шморганете, где-то об стенку там каким-то рукавом, то есть, а это все, это нож, все запахи эти рыбные, от них потом сложно избавиться. Ну, это вот как бы, как я работал, как я это вижу, так? Что еще про рефы я могу добавить? Плюсы его, конечно же, управление. С рефом ехать гораздо круче, он устойчивый, его там не так бомбит ветром, то есть если у вас тент там начинает выгинаться, прогинаться, то реф как бы он четко идет, уверен, в этом вопросов никаких нету. И вы опять-таки, плюсы крепления груза, вам ничего не надо крепить в рефе, поставили стоечки и все, и помчали. Но это важное, очень важное. За счет этого, я думаю, большинство не работает на тентах, потому что на тентах нужно постоянно крепить груз, а на рефах этого делать абсолютно не надо. Еще плюс рефа того, что вас на фирмах, загрузках, выгрузках, если вы возите какую-то продукцию, вас могут угощать чем-то. То есть это нормальное явление. Вас также могут рыбой где-то угостить. В других фирмах, я знаю, там, ну, где там молочку какую-то возят или еще что-то, вас могут там йогуртами угостить, на фруктах там бананами, апельсинами, то есть не надо вам там лезть, воровать, я про это не говорю. Да, у нас умельцы такие, что только видят какой-то груз, они туда залазят, ковыряются, набирают там себе кучу пакетов этих самых яблок, груш и всего остального, то есть это, я об этом не говорю, я говорю про честную работу, вот. Без этой всякой херни, то есть даже если вам ничего-то не дают, вы можете даже спросить, да, если как бы немножко наглости должно присутствовать, например, у меня ее нету, я не могу подойти, так, вы там, может, мне там дадите что-нибудь там, ну, как бы нет, не дают, да и все, как бы, и собрался и уехал, вот, но вы спокойно можете спросить, если, ну, можете, да, и тоже большая вероятность, что вам что-нибудь дадут, вот, на тентах вам могут дать доску какую-нибудь, например. Мусора могут насыпать. Ну, как бы, что нам давать, что когда мы возим практически всегда стройматериалы какие-то, либо там доска, либо там, ну, еще что-то, дрова, вот. Стопку дров могут дать, может быть. Вот. Такое. Ну, вот его как бы плюс. Плюс, есть плюс, например, опять-таки, зимой там, в более прохладную погоду, вы пустой, например, нету душа рядом, вы можете растопить реф, так сказать, подогрев его хорошенько, и хорошо с канистрочкой там, да, с помощью разных приспособ вы можете принять четко душ в теплом помещении, тоже немаловажно. Плюс уборка внутри прицепа тоже проще, конечно же, на реф подмести, вымести его, там вымыть, чем заниматься с рефом, с тентом. Еще такой небольшой плюс тех же самых транспортников. Рефрижератор будет меньше привлекать внимание за счет, естественно, того же крепежа груза. То есть, если вас уже хотят на полный контроль, посмотреть ваш груз, то остановят тент, а не реф. Вот. Но я тоже думаю, небольшое преимущество у рефов есть. По поводу северной более работы, рефы, некоторые фирмы, не все, более ездят в глубокие жопы, так сказать. Вообще просто куда-то там вот эти Нордкап, Михам, Берлевок, Вардо, Ватса, тенты туда ездят очень редко, крайне редко даже, я бы так сказал бы. Вот в нашей компании, например, за весь прошедший год туда вообще никто не ездил. Вот. Ну и рефы не все, я говорю, что не все туда ездят компании, но вот там, например, Сауи, Ларс Прим, кто там еще, кого я видел, ну, и разные, Анрака, по-моему, ну, в общем, есть компании, которые вот ездят именно по самым таким краям. Конечно же, это увеличивает процентное соотношение надевания цепей по отношению к тенту, ну и вообще в целом как-то так вот где-то что-то видишь, рефы больше надевают цепи.
возможно, что когда загружают еще рыбу, не могут особо сыграть каким-то грузом. То есть у них стандарт загрузили им там 30, да, например, палет или 33 палета. Или опять-таки в больших этих ящиках, то есть до конца самого поставили. Ну, то есть особо весом ты не разгуляешься. Ты не можешь там, например, себе спереди больше загрузить, там сзади поменьше, чтобы у тебя была больше нагрузка. И получается у них вес стабильный. Вот, за счет этого, возможно, они чаще надевают цепи. Вот так. Все, ребят, я не знаю, что еще добавить про рефы, в принципе. Для меня, обозначу, да, давайте так. Для меня обозначу, конечно же, самая главная проблема, это... Заеду я сейчас на границу, чтобы поставить начало страны. Швеция. Да, на границе вас тоже могут проверить, четенько загнать вон в такой бокс и разобрать вас там по запчастям. Значит, для меня самое, что в рефах отвращает, это, естественно, движение ночью и вот этот сбитый график. То есть мне больше нравится, когда вот этот суббота-воскресенье ваши. В будни вы работаете, в выходные вы отдыхаете, ночью вы спите, днем вы работаете. То есть, да? Я думаю, здесь это каждому понятно. Ну, это самое основное. Мне, даже если мне там предложат насколько-то там больше, там на 20, на 30, на 50 евро больше зарплату на рефе, я все равно не соглашусь. Вот, только из-за этих факторов. На тенте вы спокойно входите в режим и работаете. Ну и давайте перейдем тогда уже, раз я начал про тенты, перейдем к тентам. Мы пересекаем границу со Швецией. Погодка шикарная, минус 10. Все отлично. Ну, значит, тенты, ребят, все понятно. В принципе, да, мы из минусов рефа берем плюсы тента. А в основном вы всегда выходные выходными. И при том, что еще в Скандинавии плюс чего? Что у вас, например, как в Европе любят, да, все там 24-45, 24-45, 24-45. В Скандинавии у вас может быть выпадать 45 каждую неделю. В зависимости, конечно же, в какой компании вы работаете, где вы работаете. То есть вот у нас даже здесь, в принципе, иногда такое получалось, что 45 за 45 шло. Фирмы работают не допоздна, и в выходные они вообще не работают. Вот, понимаете? А на севере, то вообще они там, то есть в 4-5 вечера практически там уже в компании не работают. Тем более никакие ни суббота, ни воскресенье. Я однажды так на тенте ехал и неделю развозил там по всему северу. У меня был сборняк. И я вот неделю там развозил, потому что выгрузишься, проедешь 200 километров, приезжаешь, уже компания закрыта. Все, стоишь до следующего дня. По поводу крепления груза и открывания, закрывания бочины, да, там, да, и крыши, да, и всего. Для меня лично это не минус, для меня это плюс, это хоть какая-то физическая нагрузка. Просто я вспоминаю реф, и это вот все, вот это вот посидение, да, там раз в месяц ты там палеты эти потаскаешь по прицепу, но все, в лучшем случае. И все, а все остальное время ты физически полностью не активен. Здесь, да, здесь бывает каждый день ты что-то там открываешь, закрываешь, перекрываешь. Одену я свои очки крутые. Таких нету ни у кого, только у меня. Ха-ха. Вот. Значит, для меня это плюс. Все. То есть физическая какая-то хотя бы есть активность. Что у нас на подъеме? Скользота есть или нету? Нет, идет хорошо у меня тягач. Очень даже уверенно. На полном, я бы сказал, расслабоне. Значит, грузы тоже, например, ну, опять-таки, я говорил, что это только от меня все идет. Грузы более интересные на тентах. На рефах более у вас однообразие такое. Там фрукты какие-то вам там загрузят, рыбу там, еще что-то там. То есть, ну, вам особо ничего такого интересного не загрузят. На тенте я возил трактора,
снегоходы, квадроциклы, строительная всякая херня, какие-то станки, какие-то, ну, в общем, есть на что посмотреть просто ради, как бы, ну, ради, просто интересно хотя бы. Опять-таки, разные способы крепления груза, тоже интересно для развития. Поэтому для меня это не минус. Вот, собственно, по тентам все, наверное. Значит, по тентам, по работе, по северу я сказал, да, что тенты там точечно ездят, они все там севера не облазят. И в такие очень жопы полные, то есть они не заезжают. Более в такие глухие места они заезжают на западе. На западной Норвегии, вот как у нас, например, там выгрузки в горах, там в горнолыжных курортах, там в каких-то еще где-то. Вот это вот более, да, тут, конечно, красотища. Тоже надо где-то найти место, нафоткать. Погодка этому позволяет, конечно, делать. Вон паркинг вижу какой-то. Тормозну. Или я еще чуть-чуть дальше проеду, там еще какой-то подъемчик идет, да? Проедем мы еще подальше чуть-чуть. То есть я как считаю, что на тенте работа более интересная. Вот как-то так. Ну, а вы пишите свое мнение по этому поводу. Значит, Рев с боковой загрузки, Экери или еще какие-нибудь могут быть фирмы, я не знаю. Я работал только с Экери. Ляпота, да, ребят, ляпота. Я даже забыл, о чем говорил. Ехал сейчас, смотрел. В общем, я думаю, всем понятно в целом, да? Какое в целом понятно? Про Экери я рассказывал. Во. Итак, боковая загрузка у нас. И в основном грузится с Барняк какой-нибудь на север. Вот. Ну и с севера вы идете с рыбой. Мне очень, так сказать, знаете, двоякое только мнение о этом прицепе. Вроде бы он и такой прикольный, а с другой стороны он нифига не прикольный. В общем, ремни в нем тоже крепятся. Я, наверное, вам, не знаю, примерно иду или не иду, но там по обе стороны прицепа идут такие канавки, в которые вы вставляете специальные ремни. То есть груз там крепится. Вам грузит всякое барахло, вы также крепите их ремнями. Ну, конечно же, когда вы везете рыбу, вы уже не крепите это барахло. Ну и могут вам все грузить, кроме верхней загрузки. То есть, я думаю, здесь это каждому понятно. Все, что можно засунуть сбоку, вам засунут в него. Вот и все. Ну и плюсы его, конечно, есть на севере на загрузках, когда вот вам ставят палеты назад прицепа и вы их волочете куда-то, то вы уже сбоку можете, вам не будут сразу выставлять все, а вы часть дверек закрываете, выставляете палеты, опять закрываете, выставляете, закрываете, выставляете, чтобы вы потом в итоге смогли закрыть все свои двери боковые. Минус боковых дверей, они требуют тщательного, постоянного обслуживания. Малейший что-то, где-то ролик или еще что-то вылетел, все, это реально проблема. У вас не будет оно ехать и все остальное. В нем существует такой же минус, как и в тенте. Вот, минус тента и рефа с боковой загрузкой — это ветер. Нужно выбирать правильное расположение тягача при выгрузках-загрузках, когда у вас херачит боковой вам ветер. Если вас этими дверями, они тяжелые, если вас их шибанет, то шибанет вам хорошенько этими дверями.
На тенте как бы проблема в том, чтобы закрыть его, да, там бывает там сложно стать, нету возможности стать, и вы открыли бочину, не можете ее от ветра затянуть. Да, такое есть, это его минус, огромный минус. Но, опять-таки, немножко уже поменяв положение, вы сможете что-то сделать. У меня была на севере ситуация, что я выгружался, прямо получается, какая-то маленькая фирмочка надо было, и там пару ящиков выгрузить. И то есть я стоял на остановке, на дороге. Там негде было подъехать к этой фирме. То есть, естественно, в одном положении. И все, у меня как двери открылись от ветра, я просто успел отскочить, когда они полетели. У меня не выдержали, там есть такие как бы фиксаторы, которые держат их. У меня вырвало нахрен от ветра этот фиксатор, и в обратную сторону эти двери все улетели. Я их потом кое-как закрыл, то есть механизм у меня вырвало, слаживание, я их закрыл и стянул ремнями, чтобы доехать до базы, до ремонта. Вот как-то так. И они еще, опять-таки, их тщательно нужно вымывать, как после рыбы, когда у вас рыба текла. Вот эти вот все канавки боковые, очень как все хорошо засирается. Если вы на некачественной мойке несколько раз помоетесь, там это все где-то поприсыхает, и оно будет там просто регулярно вонять. Там куча этих резинок в дверьках, везде между дверек. Это все требует просто очень хорошей мойки. То есть обычный реф проще гораздо вымыть, чем реф с боковой загрузкой. Ну и, конечно же, по тентам, да, добавлю. Опять-таки тоже ситуация, если у вас прицеп постоянно прицеплен к тягачу, вы его не меняете, вы за ним следите, вы вовремя знаете, где что подделать, делаете, у вас все работает, это приятно. Когда вы на перецепах каких-то или меняете прицепы часто, и вам эти попадаются добитки, крыша там, например, вам надо крышу сдвинуть, а она не сдвигается. Вы просто запаритесь так, у вас будет болеть все, пока вы ее сдвинете, да, там сдвинете в итоге, вот, но заколебетесь. Конечно, тут минусы присутствуют. Надеюсь, было видео полезное, и пейзажи показались вам под этот разговор хорошие, вот. Я, в любом случае, еще будет видео какое-то последнее, что-то я еще сниму, запишу, ну и будем ждать какой-то информации положительной. Все, всем удачи, до новых встреч, пока. И как я мог упустить такой самый важный момент, что зарплата на рефах больше, чем на тентах? Вот так. Все, друзья.